Рада приветствовать всех любителей вязания. Вчера я довязала вот эту паутинку, и сегодня хочу показать вам узор, которым ее выполняла. Вот так он выглядит. Надеюсь, камера передает его достаточно хорошо. Паутинку я вязала от горловины. Горловинку минималистично оформила, чтобы сохранилась красота узора и вот эта волна. Выполняла регланные линии, вписывала узор в эти линии реглана. Узор асимметричен, правая и левая его сторона. И вот так это выглядит вживую в изделии. Низ изделия также оформлен у меня минималистично, чтобы вновь оставить вот эту волну и подчеркнуть красоту узора в этом изделии, чтобы оно выглядело очень так женственно и элегантно. По этой паутинке я делаю мастер-класс, в котором покажу и расскажу, как узор подстроить под линии реглана, потому что этот момент может у начинающих мастеров вызвать сложности из-за его асимметрии. Покажу все это схематически. Также расскажу и покажу, как соединить потом изделие в круг, не нарушая узор. И о других нюансах вязания вот этого изделия. Обо всем этом будет в моем мастер-классе. Так что следите, скоро он будет в открытом доступе. Как всегда, приобрести изделие из моего мастер-класса вы можете в Instagram, написав мне в личное сообщение. А теперь вернемся к самому узору. Этот образец я вязала из хлопка 250 метров в 100 граммах. Спицы у меня номер 4. Вязала я его из другой пряжи, чтобы вы смогли наглядно увидеть и оценить, как он выглядит в иных видах нити. Также рассмотреть все линии рисунка. И в конце видео убедиться, что этот узор не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Вообще для вязания изделий с этим узором подойдет множество видов пряжи. Это и натуральные, и смесовые, летние и демисезонные, гладкие и пушистые. То есть здесь есть где разыграться вашей фантазии. Этот образец я вязала снизу вверх. Вот так он выглядит при вязании от горловины, как я и выполняла свою паутинку, а вот это его изнаночная сторона. Раппорт узора составляет 16 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Формируется он в шахматном порядке и идет со смещением в полраппорта. Для провязывания одного раппорта я набрала 19 петель, 16 петель узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Схема, которую я вам показывала, она подходит как для вязания по кругу, так и для поворотного вязания. Первый ряд. Кромочная. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель так, чтобы первая дужка смотрела на меня и у меня не получались петли скрещенные. Вы смотрите по своему вязанию. Вот, провязала 2 вместе. И еще раз 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид, лицевая, 3 накид, лицевая, 4 накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь вторая дужка должна смотреть на меня, чтобы не получались петли скрещенными. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево.
1 лицевая. Я закончила 1 раппорт узора. Петля симметрии у меня изнаночная и кромочная. Второй и все четные ряды вяжутся по рисунку, то есть вот эта вся часть провязывается изнаночными, и только разделительные петли, которые на лицевой стороне у нас изнаночные, в четных рядах они провязываются лицевой. Итак, второй ряд. Кромочная, 1 лицевая, 15 изнаночных петель. Все накиды я провязываю также изнаночными. Вот таким образом будет у нас формироваться рисунок. И так вяжу до конца ряда, чередуя 15 изнаночных и 1 лицевую петлю. Заканчиваю ряд кромочной. Третий ряд. Кромочная, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево. Я закончила провязывать раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое вам нужно для изделия. При поворотном вязании ряд заканчиваете петлей симметрии изнаночной и кромочной. Пятый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо. Далее 4 накида через лицевую. Вот мы провязали 2 вместе, далее идет накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 накид, 1 лицевая, 4 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Я закончила провязывать раппорт узора. Изнаночная петля симметрии и кромочная. Седьмой ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 накида через лицевую. Накид, лицевая, накид. 3 лицевые. И симметрично накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчивая петлей симметрии и кромочной. Если вы обратили внимание, в каждом лицевом ряду у нас меняется количество вот это первых 3 петель лицевых. Первый ряд у нас 3 лицевые. Третий ряд 2 лицевые, 5-й ряд 1 лицевая, и в 7-м ряду мы сразу начинаем вязать 2 вместе. И вот по тому, когда вы уже провязали, вы смотрите, где здесь у вас было 2 вместе, сверяете со схемой и сразу видите, какой ряд вы вяжете. Следующие 8 рядов будут точно так же вязаться, как первые 8. Здесь вы смотрите, первый раз вы провязываете или второй по вот этим ложным косам. Вот сошлись 2 петли вместе, это 1 коса, это 2. Поэтому заблудиться в узоре будет очень сложно. 9-й ряд. Кромочная,
1 изнаночная, 3 лицевые. Вот обратите внимание, здесь я буду провязывать это 3, 2, 1 и 0. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, дальше 4 накида через лицевую, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и 4 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, петля симметрии и кромочная. 11 ряд. Кромочная, изнаночная. У меня было 3, значит сейчас 2 лицевые. 1, 2. 2 вместе с наклоном вправо. Еще раз 2 вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном влево. Я закончила раппорт узора. Петля симметрии и кромочная. 13 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, ниточка потерялась, накид, лицевая, 2 накид, лицевая, 3 лицевая, 4 накид, 2 вместе с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево и 3 лицевые. Я закончила раппорт узора. Петля симметрии и кромочная. 15 ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю, изнаночная, далее идут 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли. Это я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Я провязала половину раппорта узора, вот эту часть. Как вы видели по схеме, узор расположен в шахматном порядке. Далее мы будем делать то же самое, только со смещением в пол раппорта. Отличие будет при поворотном вязании в начале и конце ряда. Также я расскажу про нюансы для поворотного вязания. 17 ряд. Вы видите на схеме, что узор начинается с 3 накидов через лицевую. Но, как вы заметили, у нас в начале и в конце идут по 2 вместе. То есть 3-му накиду у нас не будет соответствовать никакого убавления. Поэтому в начале ряда мы провязываем этот накид первый или 3, кому как удобнее, лицевой петлей. То есть, как мы начинаем вязать ряд. Кромочная, 2 лицевые, 1, 2. Далее пошли по схеме. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, изнаночная. Далее начинаем вязать полный раппорт узора. 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо и еще раз 2 вместе с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид. Это я провязала раппорт узора.
я закончила ряд накидом, потому что он будет у меня соответствовать двум убавлениям, которые были вот только что. Дальше вы вяжете по схеме. Заканчиваю ряд кромочной петлей. 19 ряд без нюансов. Кромочная, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Я закончила раппорт узора. Далее вы продолжаете вязать, начиная с первой петли схемы, то есть 3 лицевые, накид, лицевая, накид и так далее. Я же заканчиваю ряд, поэтому провязываю 1 лицевую петлю симметрии и кромочную. 21 ряд. Начало вязания здесь идет без нюансов, а когда вы заканчиваете ряд, там будет такой же самый нюанс. Я о нем расскажу. Итак, 21 ряд, кромочная, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая. Далее по схеме идет накид, но так как у нас нет соответствующего убавления третьему накиду, то в конце ряда вы провязываете его также лицевой. Лицевая и кромочная. 23 ряд. Он без нюансов. Вяжется полностью по схеме. Кромочная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И вяжем по схеме накид, лицевая, накид, лицевая. И вы продолжаете вязать так 4 накида через лицевую. И только лишь в конце ряда вы будете заканчивать, как и я, лицевыми петлями. И кромочная. То есть вот в начале и в конце ряда нужно просто смотреть, после изнаночной петли сколько убавлений, столько у вас должно быть и накидов, чтобы не получилась лишняя петля у вас в узоре. А само полотно вяжется четко по схеме. Закончили накидом, начинаете той петлей, которая у вас по схеме идет. 25 ряд. Кромочная, начинаю его 2 лицевыми, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. И далее продолжаете вязать по схеме, начиная с первой петли. Я заканчиваю ряд кромочной. 27 ряд. Кромочная,
3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, петля симметрии и кромочная. 29 ряд. Кромочная, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Следующий накид я не вяжу, так как заканчиваю вязать этот ряд. Конец ряда у меня. Вы же продолжаете вязать по схеме, начиная с первой петли. А я заканчиваю ряд 2 лицевыми и кромочной. 31 ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Далее 3 лицевые и по схеме вы вяжете далее. Вот такой узор у нас получается. Это я провязала один раппорт узора. Вот он так выглядит. Как видите, в исполнении он очень простой. Нужно запомнить всего лишь 4 ряда, которые очень легко определить по уже готовому полотну. Надеюсь, узор вам понравился и вы обязательно что-нибудь с ним свяжете. Всем легких петелей и красивых изделий. До встречи на канале!